Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Урсула фон дер Ляйен освободит Европу от российского газа. Она планирует для Евросоюза одновременно и отказ от российского газа в рамках Евросоюза, и усилия по понижению цен на энергию. Она подчеркнула, что цены на энергоресурсы необходимо снизить как для жилых домов, так и для промышленных предприятий. А ее будущий зам Йоргенсен планирует сделать возобновляемую энергетику и дешевой, и, что особенно важно, надежной. В текущих условиях, когда синоптики прогнозируют Европе самую суровую зиму за последние годы, насколько реальны заявления фон дер Ляйен? Александр. Ну, давайте начнем с синоптиков. Подобного рода заявления про самые страшные зимы я, честно говоря, слышу с частотой, несколько превосходящей частоту этих самых страшных зим. Я могу в качестве примера привести действительно очень сложного зимнего периода, зиму 12-13 года, притом именно начало 13 года было довольно прохладным, мягко скажем, на всем европейском континенте. Потом холодное было начало 21 года. Не в последнюю очередь, это вот холодное начало 21 года внесло свой вклад в газовый кризис, ну и в принципе в энергетический кризис, который уже начался летом 21 года, но это ладно. Будет текущая зима холодной, не будет, ну, посмотрим. На самом деле это не принципиально, потому как Урсула фон дер Ляйен выступала перед Европарламентом. Она перед Европарламентом, перед голосованием за новый состав вот, Еврокомиссии, она отчитывалась точнее, она высказывалась по поводу того, чем она будет заниматься следующие 5 плодотворных лет на посту главы Еврокомиссии. Ну и там действительно отказаться от российского, по крайней мере, как пишут, сжиженного природного газа, и повысить надежность возобновляемых источников энергии, расширить их применение, возможно, даже заместить российский сжиженный природный газ, а что уж там, весь российский газ заместить возобновляемой энергетикой. Ну и повысить стабильность, как-то надои повысим, а все остальное, что нужно, снизим. Так вот, кто знает, что там нужно еще делать, когда повышаются надои, обязательно напишите в комментариях. Ну и подпишитесь на этот канал, чего уж там, чтобы 2 раза не ходить в эти самые, под видео, в пространство под видео. Давайте мы посмотрим следующим образом. Проблема высоких цен на энергоносители сохраняется, притом она сохраняется, мягко скажем, не с 2021 года. И тем более не с 2022 года. Сама Урсула фон дер Ляйен постоянно в своих публичных речах заявляет, что кризис начался в 2022 году, что не соответствует действительности, потому что мы видели рост цен и в Европе, и в Азии, и в Соединенных Штатах Америки с лета 2021 года. Но да ладно, еще до лета 2021 года у потребителей в Евросоюзе были проблемы. Проблемы касались и периода пандемии, и снижения благосостояния, которое было связано с этим периодом пандемии. И в то же время эти проблемы были связаны с неразрешенными противоречиями, которые привели к кризису конца нулевых годов и били по экономике Евросоюза все десятые годы и в начале 20-х, в общем, продолжали эти противоречия по европейской экономике бить. Если посмотреть на индекс промышленного производства, если посмотреть на объемы потребления энергоносителей вообще, и хорошо, электроэнергии в частности, то мы увидим некоторое отсутствие развития европейского континента, точнее даже не европейского континента, прошу меня простить, мы увидим отсутствие развития конкретно в Евросоюзе. Можно тут сказать, что в Евросоюзе просто реализовывали мероприятия по энергоэффективности, вот, мол, за счет этих мероприятий в Евросоюзе стал снижаться или перестал расти спрос на электроэнергию. Но, дорогие друзья, а почему же он в таком случае перестал, прям строго перестал расти, конкретно, когда кризис случился в конце нулевых годов? И потом натужные попытки немножечко вот перейти к росту, они сбивались на новые кризисы. Я напомню, что в мире в 2014-2016 году был кризис на рынке нефти, что било и по экономике Европы тоже.
потому что снижались финансовые показатели крупных компаний нефтегазовых, которые прописаны в Евросоюзе, снижались объемы заказов промышленности от этих самых компаний, а они довольно крупный заказчик. Это и IT, это и машиностроение, это металлургия, это все на свете. Химия и прочее, прочее, прочее. Вот. Потом был кризис 2018 года, потом вот, пожалуйста, кризис 2020 года, и потом кризис, который начался в 2021 году. Можно ли отчасти снижение спроса на электрическую энергию, или точнее отсутствие заметного роста спроса на электрическую энергию, объяснить мерами по увеличению энергоэффективности? Ну, в целом, да, можно, но лишь отчасти. И это объяснение не будет... Это объяснение будет слишком странным, если мы посмотрим, ну, как бы вот хотя бы на последние 15 лет развития европейской экономики. В контексте развития мировой экономики, если позволите. Потому как мы обычно говорим про Европу таким образом, как будто вот она существует в вакууме. Вот где-то, знаете, вокруг нее еще вот спутник Великобритания вращается, и все. И больше никаких объектов рядом нет. Нет, нет, пожалуйста. Есть мировая экономика, в которую Евросоюз вписан. Возвращаясь к Урсуле фон дер Ляйен и ее замечательным обещаниям, ну, дорогие друзья, опять же, это политическое заявление. То есть, вот, мол, у меня есть курс, я буду его придерживаться. Все. Здесь другой разумной составляющей нету вообще. Кстати, я могу подсказать прекрасный способ, как освободиться от зависимости от российского газа. Смотрите, если в 2021 году потребление газа в Евросоюзе, без Великобритании, в Евросоюзе составляло 415 миллиардов кубических метров, то в 2023 году этот показатель был 336-330 миллиардов кубических метров. А давайте продолжать. Давайте продолжать. Надо сократить потребление еще миллиардов на 50, и все, можно полностью отказываться от российского газа. Собственно говоря, основная часть вот этого отказа от импорта газа из России связана с сокращением спроса на газ в Европейском Союзе. Что самое смешное, прям самое, знаете, животики надорвать. Смотрите, вот 415 миллиардов кубов – это спрос, который мы наблюдали после падения в ходе кризиса в 2009 году. То есть в 2008 году достигли определенных показателей, там 440 примерно миллиардов кубических метров потреблял Евросоюз, а потом бабах до 415 миллиардов. 21 год. Успех 415 миллиардов. Это я к тому, что если посмотреть на чуть большем временном промежутке, то, вы знаете, прекрасно избавлялись от зависимости. Прям, шикарно избавлялись от зависимости. И от российского газа, и от любого другого. Кстати, что характерно, в начале десятых годов, когда в Европе происходило падение спроса на газ, падали закупки и в России этого самого газа. И тогда многие эксперты говорили, ну, кстати, некоторые из них сейчас где-то в Норвегии. Интересно, почему? Ваши версии, опять же, пишите в комментариях, почему некоторые эксперты у нас сейчас в Норвегии. Странно. Так вот, вот эти некоторые эксперты говорили, ну, как бы все, ну, смотрите, вот... Ну, закончилась эпоха. Сейчас Евросоюз полностью откажется от российского газа, потому что вот тенденция падения. Больше он им не нужен. Сейчас ВЕА, сейчас вот это вот все, сейчас сланцевый газ. Сланцевый газ уже не актуален. Ну, хорошо, сейчас ВЕА все это дело заместит, пока не пришел 2015 год, и потребление электрической энергии когда коэффициент использования установленной мощности на газовых электростанциях вновь начал восстанавливаться. После некоторого кризиса, который пришелся на первую половину десятых годов, перешли тогда к росту спроса на газ, росту спроса на газ в электроэнергетике с середины десятых годов, и экспорт из России тоже стал расти в сторону Европейского Союза. Сейчас мы, понятное дело, находимся на дне, которое неизвестно, это дно или там еще кто-то копает. Вот, понимаете, вот Черное море, оно полностью выкопано, или кто-то на дне еще, знаете, вот лопатой орудует, и где-то Кавказские горы вырастают. Непонятная эта ситуация. Я, кстати, без всяких шуток, то есть неизвестно, что будет в 2025 году ввиду текущих тенденций, ввиду того, что кризис явно не закончился, ввиду того, что есть ограниченность предложения, высокие цены и все такое прочее. И тут Урсула фон дер Ляйен такая красивая говорит, ребята, ВИА, ну замечательно, вы про эти ВИА говорите уже далеко не первый год. У них есть
Можно использовать ВИА для производства электрической энергии? Очевидно, можно. Просто нужно понимать, что у ВИА есть ряд проблем, которые нельзя игнорировать, если вы, ну, как бы ответственный руководитель, который хочет создать надежную энергосистему. Вы безответственные руководители, которые не создают надежную энергосистему. С другой стороны, падение спроса на энергоносители вообще и на газ с электричеством в частности, ну, как бы парируют те риски, которые вы же создаете для этой энергосистемы. Потому что чем меньше вы потребляете, тем, ну, по большому счету, знаете, стабильнее в текущей ситуации оказывается энергосистема. Ну, так как меньше вам надо, то когда есть дефицит, когда есть проблемы нехватки электрической энергии при там, вашей структуре производства, ну, вам будет проще, если вы уменьшите свои аппетиты. Александр, мы совершенно упустили из виду, что к Российской Федерации так и не применили самую страшную санкцию, которая уж точно разрушит нашу экономику, промышленность и все прочее. Некие комментаторы предложили завершить этот вопрос. Просто принять Российскую Федерацию в Европейский Союз. И все. И нам не выжить. Так ли это? Ну, собственно говоря, как следует, шутка прекрасна. То есть, если представим себе, вот, а теперь, если не шутка, а вот, знаете, попытаться представить себе этот сценарий, то есть, готовы ли готовы ли бы мы были в нулевые годы вступить в Евросоюз? Я так подозреваю, что в логике пространства от Лиссабона до Владивостока мы были готовы вступить в Европейский Союз. То есть, сейчас бы газ для среднего гражданина Российской Федерации стоил, ну, раз в 10, в 15, может, в 20 дороже, чем он стоит сейчас. И для тех уважаемых наших зрителей, которые скажут, ну и что, у нас были бы зарплаты, как в Европе, у нас были бы пенсии, как в Европе, и вообще все бы благосостояние было, как в Европе, я бы задал вопрос, в какой? Ну, просто, может, кто не знает, но Европа очень разная. Прям очень сильно разные. Даже Евросоюз очень-очень сильно разный. Берем с одной стороны, допустим, Германию и Францию, потом сравниваем с Болгарией. Я при всем уважении к болгарам, но благосостояние в Болгарии, мягко скажем, оставляет желать лучшего. Притом лучшего в особенности оставляет желать благосостояние той части населения Болгарии, которая живет в центре страны. Не вдоль побережья, а в центре страны. Вот как в какой Европе мы бы были, и все были бы готовы, имея зарплату, ну, скажем, кстати, Италия, которая довольно богатая европейская страна, ну, скажем, для населения местного зарплата в 1100-1200 евро, это, ну, вполне нормальная зарплата. А вот теперь, дорогие друзья, возьмите свою платежку за газ. Именно платежку за газ, не когда у вас газ там включен. Хотя любую составляющую газовую возьмите и увеличьте просто эту составляющую раз хотя бы в 10. Переведите в евро. Сейчас, кстати, это стало проще делать с текущим курсом. Хотя, может, кому как. Ну вот, мне кажется, что стало проще. С текущим курсом переведите в евро и прикиньте, добавьте и прикиньте, сколько вам пришлось бы из этих 1100-1200 отдавать. Потом добавьте туда такие составляющие, как плата за электрическую энергию, которая тоже в несколько раз выше, чем в Российской Федерации сейчас. Добавьте туда расходы добавьте туда расходы чисто социального характера. Ну, например, такую штуку, прикиньте, что вот есть, знаете, городской детский садик, муниципальный детский садик. Мы детей туда отдавать не будем, потому что туда какие-то мигранты, туда какое-то, вот знаете, социальное дно отдает. Нам надо отдать ребенка, конечно же, в садик, который вот частный. Но частный садик стоит денег, стоит несколько сотен евро. А потом, хопа, ребенок заболел. Что же делать? Нужна няня. А няня, самая непрошаренная, которая только-только приехала в Евросоюз, будет брать хотя бы 5 евро в час. Прошаренная будет брать 10, а то и 15 евро в час. Ну и прикиньте. Хорошо бы жилось, если бы Россия сейчас была в Евросоюзе. Нет, то, что если бы сейчас была в Евросоюзе, жилось бы вообще замечательно. Я думаю, никто вообще не сомневается, прям ни секундочки. Ни секундочки. Но, так что да, вы знаете, как в любой шутке есть только доля шутки, это вот одна из них. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Александра Фролова, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылки будут
в закрепленном комментарии и в описании к данному ролику. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в это нестабильное время, чтобы мы и дальше также бодро вещали без монетизации на всех площадках. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего, да, и подпишитесь, если не сложно, на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Инфотек». Все, на этом все. Всего хорошего.